Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание соли, поговорим о том, почему соль считается символом богатства, как правильно вести в той или иной ситуации с солью, для того, чтобы всегда деньги были в вашем доме. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Итак, какие же действия нельзя совершать с солью для того, чтобы в вашем доме не было проблем? Вы знаете, соль выполняет несколько определенных функций. Во-первых, это оберег для вашего дома, для вашего семейного благополучия. Далее соль выступает как накопитель энергии, при этом как отрицательной, так и положительной. Также это символ богатства. И, конечно, наверное, все знают о том, что если вы рассыпали соль, то это не к добру. И вы знаете, просто раньше соль была продуктом достаточно дорогим, и за рассыпанную соль среди домочадцев могли возникать ссоры и скандалы на этой почве. Но что мы не рекомендуем делать с солью? Никогда не рекомендуется давать соль в долг, иначе денег долго не будет в вашем доме. Казалось бы, ну что здесь такого, дав буквально чуть-чуть соли соседке? Но знайте о том, что солевые кристаллы способны впитывать энергию, негатив и позитив. И это уже совсем серьезно. Отдавая кому-то соль, вы таким образом отдаете еще и часть себя, своей энергии и жизненной силы. Недаром соль используют во многих ритуалах и обрядах. На соль можно даже начитать какую-нибудь позитивную программу, и это все обязательно сбудется. Конечно же, избежать негативных последствий можно довольно просто, когда вы отдаете соль не в долг и не в подарок, а именно за символическую плату. Кроме того, отдавать соль нужно не из рук в руки, а поставив, например, ее на стол и предложив взять, точно так же, как если вы отдаете кому-то деньги вечером. А когда другой человек возьмет эту соль, то мысленно отсеките ее от себя, дайте себе установку, что рвете с солью любую энергетическую связь. После того, как человек, который попросил у вас соль, уйдет, сразу повернитесь лицом на восток и трижды скажите следующие слова. То, что отдаю, назад не прошу. Мое при мне остается, твое с собой забираю. Да будет так. И вы таким образом больше с этой солью не связаны. А просившему соль напомните, что соль не возвращают. Назад соль ни в коем случае не берите. Дело в том, что на соль можно начитать негативную программу, которую вы вместе с возвращенным вам долгом добровольно примете в свой дом и семью. И также обращаем ваше внимание, чтобы избежать неприятностей, никогда сами не одалживайте соль. Умение говорить слово «нет» поможет вам в этой ситуации, да и во многих других. Если человек не планирует вредить вам, он, конечно же, поймет ваш отказ и не будет на вас обижаться. А если обидится, ну и пусть, зато ваше благополучие останется у вас. Если у вас такая может быть ситуация, нет возможности отказать, например, старушке или ребенку, хорошей соседке, например, в вечернее время, то обязательно возьмите взамен символическую плату. Хотя, знаю, вы, наверное, помните о том, что вечером категорически нельзя ничего давать и выносить из дома. Даже 1 копейки будет достаточно, чтобы нейтрализовать грядущие проблемы и неурядицы. Если же вам когда-то случится просить соль, не забудьте, пожалуйста, оставить денежку. Даже если человек, который далекий от эзотерики, будет отказываться от этого.
Хотя люди очень часто отказываются от платы из-за своей вежливости. В любом случае ваши отношения станут только более доверительными. Также при помощи соли вы можете очистить энергетику квартиры от негатива и поставить защиту от недобрых глаз. Купите новый пакет соли в магазине или в супермаркете и разложите ее в несколько маленьких емкостей и расставьте по углам комнат. Главное, чтобы она не стояла в тумбочке или в шкафу. Соль, как вы знаете, впитывает в себя энергию около 3 месяцев, не больше, поэтому обновляйте такие тарелочки. И чтобы быстро избавиться от негативной энергии, возьмите крупную соль. Как вариант, разбросайте по ковру и через полчаса хорошенько это все пропылесосьте. Обязательно после этого вытащите мешок с грязью и выбросите подальше от дома. Также вы можете протереть пол в комнатах соленым раствором. А еще запомните раз и навсегда, нельзя оставлять солонку открытой. Соль впитывает энергию происходящего и будет отдавать всегда ее вместе с едой, которую вы посолили. Как мы уже сказали, нельзя хранить соль и в открытой, например, баночке, на ней обязательно должна быть крышка. Считается, что соль впитывает в себя негативную энергию, а потому открытая емкость с солью будет притягивать только в ваш дом негатив. Недаром многие маги в своих обрядах используют именно соль, например, чтобы снять порчу. А потому даже есть народная примета, что соль надо держать в закрытой солонке, особенно ночью, когда вы спите. И тогда дурная энергетика обойдет ваш дом стороной, и ваш покой ничто не потревожит. Кстати говоря, если соль в вашем доме вдруг стала темного цвета, то это говорит о том, что она впитала в себя негатив. А потому в таком случае от такой соли надо незамедлительно избавиться, смыв ее водой в раковину. Есть еще одна примета про соль, которая говорит о том, что покупать этот продукт домой следует только самостоятельно. То есть соль в квартиру или в дом должна покупать, приносить только хозяйка или хозяин. Поэтому, например, просить купить по дороге соль человека, который собирается к вам в гости, это нельзя. Также нежелательно покупать соль в понедельник и в субботу. Запомните это простое правило. При этом также нежелательно пользоваться солонкой, которую вам подарили. Будет лучше, если такую вещь вы приобретете сами. По крайней мере, нельзя использовать солонку, которую принес человек, в котором вы не уверены. Если ее подарил близкий вам друг, то опасаться не стоит. А вот если это был просто знакомый, который, возможно, принес, знаете, вам как формальный подарок, то от использования солонки лучше воздержаться. В том случае, если этот знакомый относится к вам не очень хорошо, то соль, которую вы насыпете в солонку, впоследствии будет хранить негативную энергию и при этом еще и вредить вам. Также для того, чтобы деньги водились в вашем доме, на стол всегда, в первую очередь, когда вы накрываете стол, рекомендуется ставить именно солонку, а потом уже хлеб и все остальные блюда. Запомните это простое правило. И помните, когда вы сидите за столом, то ли обедаете, то ли завтракаете, лучше не передавать солонку за столом из рук в руки, потому что это плохой знак, который сулит несчастье. Вот, друзья, сегодня мы хотели с вами поделиться вот такой вот важной и интересной информацией касательно соли, потому что, возможно, многие из нас думают, что такое соль? Посолил, приготовил блюдо и все. Но вы знаете, наша жизнь соткана из всевозможных мелочей, всевозможных вещей и деталей. Поэтому каждому из нас достаточно важно, чтобы мы соблюдали эти простые правила, которые мы придумали не сегодня и даже не вчера, а передавались из поколения в поколение.